Позвольте рассказать одну историю. Раньше я о многом мечтал. Мечтал стать настолько известным, чтобы мое имя знал каждый. Чтобы обо мне писали в учебниках, снимали фильмы, чтобы я оставил такой след в истории, который невозможно стереть. Мечтал, чтобы у меня было все, и в идеале много. Покупал яркие футболки, коллекционировал всякий хлам, заполнял шкафы вещами, которые через время выкидывал. И мечтал, чтобы у меня было сотни друзей. Мне казалось, что это и есть все то, ради чего стоит жить. Что счастье где-то там, в чем-то внешнем, в новой модели телефона, в новые вещи, покупки, в чужом восхищении и признании. Но никак не внутри. Но потом что-то поменялось. Я сдал в детские дома и церкви старые вещи, продал или выкинул все ненужное, и все, что у меня осталось, это несколько одинаковых вещей. Весь мой гардероб и вся моя жизнь помещается в один небольшой чемодан, и я больше не хочу дружить со звездами, иметь мировую славу, чтобы меня знал каждый, и отказался почти от всех своих амбиций. И знаете, я никогда не был счастливее. Этот стиль жизни, который многие называют минимализмом, пришел в мою жизнь очень давно, еще в детстве, когда я впервые снял трусы. Шутка. С течением времени, пока я взрослел и набирался опыта, я начал замечать, что все мои мечты и желания были словно искусственно вложенные в меня. Они меня не вдохновляли, а лишь пугали. Что-то от родителей, что-то из интернета. Оказалось, что куча знакомых и вещей почему-то мне не приносят ни капли счастья, наоборот, лишь опустошали и разочаровывали. А большая известность скорее наказание, чем то, о чем нужно мечтать. И именно с того момента я решил не только изменить свою жизнь и подход к ней, но и разобраться в этом подходе к жизни более детально. В том, почему в определенный момент своей жизни я не только выкинул все свои старые вещи, но и свои мечты. И почему это сделаешь и ты. Когда-то давно ученые из Престонского университета проводили эксперимент. Они засунули людей в МРТ-сканер и показывали им картинки. Сначала сгруппированные фигуры, потом разбросанные. И они увидели, что в беспорядке мозг работает так, будто пытается одновременно слушать 5 подкастов. Каждая вещь привлекает внимание, и мозг на нее отвлекается. По этой же причине многозадачность и продуктивность, о которой так многие мечтают или даже хвастаются, на деле не более чем самообман. Мозгу не то, что это не нужно, он не способен качественно работать в таких условиях. Он истощается еще быстрее. Представим мозг как устройство, у которого есть батарейка. На день она ограничена, и нужно ей распоряжаться грамотно. Но когда у нас невероятный хлам на рабочем месте, безумный визуальный шум в интерьере, или мы делаем несколько дел одновременно, батарейка расходуется быстрее. Если вы хоть раз держали в руках телефон, то понимаете, что фоновые приложения батарейку тоже не экономят. И речь также про психологический ресурс. Психологи называют это усталостью от принятия решений. Мы знаем клишированные примеры Стива Джобса, Марка Цукерберга и прочих миллиардеров, которые носят простую, одинаковую одежду. Конечно, логично, что они со мной рядом не стояли. Но я и на себе понял, почему они это делают. Каждый выбор, что надеть, что съесть, какую ручку взять, истощает наш ментальный ресурс. К вечеру мы настолько устаем выбирать, что либо принимаем плохие решения, либо не принимаем их вообще. Заказываем пиццу вместо готовки, листаем соцсети вместо важного проекта, откладываем на завтра то, что нужно было сделать вчера. И так далее. В этом и проблема современного мира. Парадокс выбора. Мы истощены от развлечений, потому что их слишком много. Мы одиноки и несчастны, потому что приложений для знакомств и анкет миллионы. Такой выбор дарует нам свободу и независимость, но по большей степени это не больше, чем многозатратная иллюзия. Ведь тот ресурс, что мы могли потратить на что-то стоящее, мы расходуем на фактически ненужное. Даже были исследования, в которых заметили, что у некоторых людей, которые живут в захламленных домах или подолгу не убираются, уровень кортизола, гормон стресса, остается повышенным даже вечером, когда организм должен расслабляться. А люди, которые спят в простых и убранных спальнях, спят лучше, а чистая кухня заставляет больше готовить что-то полезное, а не питаться фастфудом и доставками. По тому же принципу многие из нас сегодня чувствуют вечную усталость и выгорание, потому что бардак у нас теперь может быть не только в квартире, а в телефоне и в головах. И я начал с телефона, а точнее потребление. Современный человек больше информации потребляет из интернета и социальных сетей. Это уже неизменный факт, хоть
часто грустные. Многие из нас прекрасно знают чувство, когда ты можешь потратить несколько часов, листая ленту, чувствуя после этого ощущение полного опустошения, а не запланированного удовольствия или расслабления. Поэтому мой телефон состоит только из самых нужных рабочих приложений. Уведомления всегда на беззвучном режиме. Многие процессы автоматизированы через нейросети, а в выходные или поездки в отпуск мой рабочий стол выглядит вот так. Либо в отдельных случаях он меняется на что-то сильно проще. На все социальные сети стоит строгий лимит по времени, а всю потребляемую информацию я строго фильтрую. Смотрю только самое интересное и нужное, и почти всегда избегаю чтения новостей. Люблю смотреть видео про экономику, технологии или историю, особенно что очень полезных каналов действительно много, но о них мало кто знает. Как пример, канал с лекциями «Культурный код», на котором эксперты, ученые и историки, а не просто блогеры, как мы, рассказывают о прошлом, которое влияет на наше настоящее. Очень советую посмотреть их цикл лекций «Самый поучительный век», где историк Александр Шубин рассказывает о ключевых событиях самого насыщенного 20 века. Революции, перестройки, войны, все, что повлияло на нашу привычную жизнь. Или же не менее интересный цикл лекций «Музыкальный код России 90-х». Авторский проект музыковеда Анны Веленской. Эксперимент исследования десятилетия потрясений и надежд через звуки и ритмы. Потреблять такое гораздо полезнее, особенно чтобы и поумничать перед друзьями, и лучше понимать наше с вами прошлое. А ссылку на канал «Культурный код» я оставлю в описании, обязательно подписывайтесь. Точно такой же подход применился ко всем вещам и всей технике. Одеваться я не то чтобы умел, особенно в прошлом, когда жил в своем родном небольшом городе. Хоть с того момента мало что поменялось, но теперь вещей у меня буквально несколько комплектов. Одинаковые трусы и носки, и буквально несколько вещей под разное время года. Под очень холодное, прохладное, умеренное, теплое и очень теплое. Ну, что поделать, минимализм. В общем, все самое нужное и практичное. И это, правда, не просто упростило мою жизнь, а сделало ее сильно спокойнее. Когда я заранее знаю, что с выбором одежды никаких проблем не будет, я быстрее собираюсь и меньше тревожусь о том, как я, например, выгляжу со стороны. Ведь этот вопрос у меня систематизирован. С техникой произошел тот же принцип. Я беру только то, что почти незаменимо в быту или работе, либо что ее упрощает. Правда, тут я оказался очень сильным технофилом. Оказалось, что шопинг в жизни я презираю, но купить самый умный робот-пылесос или систему умного дома, от этого получаю невероятное удовольствие, под приятным впечатлением оставаясь кратно дольше, чем продлились многие мои отношения. Но этот момент заставил меня поинтересоваться, а почему так? Понятно, что мы все с вами разные, но почему именно для меня минимализм — это очень приятный стиль жизни, к которому я пришел неосознанно, а для кого-то это вообще тяжелейшее испытание? Оказалось, что генетика тоже в этом замешана. У нас есть ген COMT или катехоламетилтрансфераза. Он отвечает за расщепление дофамина. Но вариации генов у нас могут быть разные. У кого-то он быстрый, а у кого-то медленный. Поэтому на те вещи, которые приносят одинаковое количество удовольствия разным людям, следует разная реакция и отношение. Ведь люди с медленным вариантом гена дольше помнят удовольствие от вещей и привязываются к ним. И расстаться со старой футболкой или дырявыми трусами им тяжело, потому что мозг еще хранит эмоциональную связь. А у других наоборот. Или ген DRD4, о котором вы помните из ролика про зависимости, что отвечает за чувствительность к гормонам удовольствия. Поэтому некоторые генетически не могут долго сидеть на одном месте, использовать одно и то же, ведь им всегда хочется нового. А старые вещи их бесят не метафорически, а физически. И, кстати, о зависимостях. Осознанность и минимализм не исключение. Про обратную сторону тоже следует поговорить. Человек очень любит уходить в крайности во всем. Также в действительно полезной тенденции на осознанное потребление люди уходят в те границы, которые психиатры называют компульсивным расхламлением. Это когда выбрасывание вещей и оптимизация всего становится навязчивой идеей, доводя ее до абсурда. Жить в темноте, экономить на всем и жить в коробке, ограничивая себя в комфорте. Известны случаи, например, как Аннабель Чарбет, которая по ее рассказам с детства ненавидела вещи, тайком выносила игрушки в мусор, а в 20 жила в полутьме без ламп, чувствуя физическую тревогу от вещей. Хоть в ее случае это относится к ОКР, очень часто и здоровые люди приводят себя к похожим состояниям, превращая минимализм в соревнование, у кого меньше вещей и кто больше всего на чем экономит денег. А их осознанное потребление нередко граничит с безумием, наносящий порой вред и здоровью человека. Вообще, хоть некоторые считают, что это то же самое, что аскетизм, жизнь по средствам, тотальная экономия,
тут и парадокс. У меня почти нет вещей, и трачу я только на самое нужное. Поэтому у меня к своим 22 годам получилось формировать достаточно весомый капитал для комфортной жизни. Но при этом сами мои покупки стали дороже. В этом и парадокс. Чтобы иметь меньше, иногда нужно потратить больше. Качественная вещь, и заметьте, качественная, а не брендовая, стоит дороже 10 обычных. И не только потому, что качественная вещь тебе дольше прослужит, но и насколько тебе комфортно в ней в разных сценариях. Я, например, в дешевых или синтетических вещах жутко потею, поэтому обновил весь свой гардероб на самые комфортные для меня материалы. При этом минимизировав весь свой гардероб, потому что качество всегда и во всем важнее количества. Но самая большая перестройка произошла далеко не в шкафу или тому, что у меня хранится в телефоне. Иногда что-то развлекательное мне тоже хочется посмотреть. Ровно как и в своей галерее, я стараюсь хранить как можно больше фотографий из путешествий, фото своих близких и самого себя. Меня очень пугают месяца или года, когда я могу один раз свайпнуть по экрану, а у меня за несколько месяцев ни одной памятной фотографии. Ведь для меня это отпечаток воспоминаний, а они важнее всего. Поэтому память на телефоне я никогда не жалею. Но изменения произошли в моем мышлении, отношении к людям и к своему будущему. Однажды я провел эксперимент. Я выписал все свои цели и мечты, и получился большой список, каждому пункту которого я задавал вопрос. Я правда этого хочу? Или мне кто-то сказал, что я должен это иметь? И как бы я себя чувствовал, будь это у меня? И выяснилось, что почти все чужое. Социальные сети приучили нас постоянно соревноваться, жить порознь, исключительный индивидуализм, потребительское отношение ко всему и воспевание культа успеха. А совершенно обычная жизнь стала синонимом к несчастью и вообще тем, чего нужно бояться. Но давайте признаемся, многим из нас не нужен успех или известность, нам нужен смысл, ресурс. Я против популяризации идеи об успешном успехе и прочих синонимов культа материальных ценностей и работы на износ. Действительно, в нашем мире у многих равные шансы благодаря технологиям и интернету, но каждый мечтает стать миллионером, не понимая, что в нашем экономическом устройстве это сделать всем невозможно. Поэтому большинство либо до конца жизни живут в бесконечно бессмысленной гонке, либо до своего выгорания и депрессии. И самая опасная ловушка — считать, что именно в материальных достижениях кроется ключ к счастливой жизни. Я лично верю, что счастье кроется только в духовном, а тут каждый должен обрести свое. Можете на эту тему пообщаться с моим бесплатным ботом-психологом в Телеграме. Я создал его специально для бесплатной и анонимной психологической поддержки в любое время. Так что переходите по ссылке в описании и обращайтесь к нему тогда, когда вам нужно, даже если просто хочется пообщаться. Как я и говорил в самом начале, раньше у меня было очень много целей и ожиданий, но на деле это было скорее неисполнимым требованием, которое в конечном итоге приводило лишь к разочарованиям в себе и ограничениям даже в базовых радостях и мелочах жизни. Безусловно, с тем, что деньги важны, спорить не приходится, но для по-настоящему счастливой жизни вовсе не нужны миллиарды. Не нужно избегать отношений и считать, что партнер — это помеха для построения карьеры, потому что сначала что-то одно. Это, как по мне, избегание ответственности и своего рода инфантилизм. А люди вовсе не ресурс, который нужно использовать в своих целях. С одним перепихнулся, второй помог на работе. Люди в первую очередь. Люди. Я общаюсь с несколькими самыми важными людьми в моей жизни, и мне этого достаточно. Ведь эти отношения настоящие. Что-то мимолетное я даже не рассматриваю, ведь нацелен на построение долгих отношений. Я перестал оценивать людей по их достижениям, статусу или вещам. Ведь человека характеризует не его достаток, а его человечность, искренность и его душа. Раньше я мечтал жить в мегаполисах, быть каким-то очень серьезным человеком, но сейчас моя картина ценностей поменялась кардинально. В будущем я мечтаю жить не в квартире огромного города, а в доме с собственным участком. И мерилом счастья для меня теперь не количество денег на моем счету или количество подписчиков. Не дай бог, к своей пенсии я мечтаю забыть о всех социальных сетях. Разве что огород в Инстаграм публиковать. Успех теперь для меня — это качество жизни. Возможность проснуться и не испытывать тревоги, посмотреть вокруг и увидеть только то, что приносит пользу или радость. Здоровье близких, счастливые и здоровые отношения, дети и просто сама возможность жить. Вот что действительно является успехом. Но это многие из нас действительно просто не ценят. Это одна из причин, почему на своем канале я чаще стал говорить про мораль, честь и ценности. Ведь мы просто о них забыли. Социальные сети очень исказили наше восприятие мира. И не потому, что мир действительно стал
стал плохим и ужасным, а потому что если часто слышать одно, ты в это рано или поздно поверишь. А стоит перестать каждый день листать ленту и внимать оттуда все, что вы слышите, и проводить с близкими людьми времени больше, чем в телефоне, то резко и тревожность снижается, и жизнь становится лучше. Мы живем в очень перегруженном мире, поэтому тенденция упрощать, автоматизировать – это естественное стремление нашей психики к экономии своего ресурса. Поэтому действительно многие бренды и корпорации это подхватывают, а люди чаще начинают экономить, избавляться от ненужных вещей и жить размеренно, минималистично. Но, как вы, возможно, поняли, это видео совсем не про минимализм и какие футболки я ношу. Это видео про поиск своего настоящего смысла. Под разными ярлыками нам многое внушили. Что нам покупать, как мы хотим жить, кого любить и к чему мы должны стремиться. Но многие из нас о самом себе, кроме своего имени, по сути, не знают ничего. Мы живем чужими ярлыками и шаблонами, мечтами и страхами, которые нам навязали. И на самом деле, когда ты начинаешь анализировать свою жизнь, замечаешь и отсеиваешь чужое, остается пугающе мало. Но это свое настоящее. Появляется пространство, как в убранной квартире, так и в голове. Пространство для тебя. Как вы думаете, гордился ли вами вы из прошлого? Понравилась ли ему та жизнь, которой вы живете? Поддержал ли бы он ваши мечты? Задайте себе этот вопрос, он на многое ответит. Я о многом мечтал и продолжаю до сих пор. Но я больше не мечтаю оставить след в истории. Я хочу оставить след в жизни моих близких. Не хочу оставить имя в учебнике, а оставить тепло в сердцах любимых мне людей. Не хочу иметь возможность скупить все на свете, а иметь возможность жить, наслаждаясь качеством моментов из того времени, которое отведено мне на мою жизнь. Без бессмысленных гонок и рамок. Жить своими ценностями. Обратитесь и вы к ним, а не к тому, что вам говорят в интернете и во что призывают верить. Это видео вовсе не про минимализм, оно про ваше счастье. А вот счастливы ли вы? С вами был Альберт, подписывайтесь на канал. И всего хорошего.